скрытный, быстрый и невероятно опасный охотник, который держит в страхе многих лесных обитателей. Но это далеко не самый массивный зверь, поэтому ему приходится постоянно сталкиваться с разъяренными конкурентами, ключевое место среди которых занимают волки. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой», и тема сегодняшнего выпуска – извечное противостояние рыси и ее естественных врагов. Несмотря на различия в ареале обитания и климате, каждая из 4 видов рыси стала настоящим кошмаром для уступающих, а порой и превосходящих в размере соседей. Неслышная поступь, маскировочный окрас и невероятное терпение позволяют ей выслеживать и устраивать засады на самых бдительных и ловких млекопитающих. Даже в случае неудачи охотница не оставляет мишень в покое и будет караулить ее до тех пор, пока вновь не представится возможность атаковать. Причем изобретательность нередко играет ключевую роль, ведь идеальная схема нападения просто не оставляет добыче шанса. Даже зимой невероятно прыткий заяц рискует попасть в ловушку. Широкие лапы и относительно легкое тело дают рыси неплохую устойчивость на снегу. Остается лишь застать добычу врасплох, и несколько длинных прыжков могут сократить дистанцию до расстояния удара когтистой лапой. При отсутствии привычных мишеней жертвой голодного хищника могут стать даже копытные. Внезапная атака завершается прицельным укусом в шею, и невзирая на отчаянное сопротивление, вырваться из объятий свирепого охотника почти не представляется возможным. Безусловно, такой искусный хищник никогда не останется голодным, но лишь при условии обилия потенциальной добычи, которой, к сожалению, приходится делиться с конкурентами. Почти на всей территории обитания владения рыси граничат с волками, и их можно считать главным врагом кошки, ведь эти охотники превосходят в размерах и зачастую имеют численное преимущество. Конечно, открытое противостояние со стаей бессмысленно. К счастью, скрытность и острые втяжные когти помогают быстро найти укромное место, куда не забраться псовым, ведь их когти обеспечивают хорошее сцепление на земле, но бесполезны при покорении деревьев. Однако при встрече с одиночкой ситуация может принять непредвиденный оборот. Кажется, этот волк проявляет любопытство, пытаясь понять, враг перед ним или потенциальная мишень. Но рысь быстро показывает, что не рада знакомству, и серому охотнику приходится уносить ноги. Несмотря на уступающие размеры, на стороне рыси чрезвычайно опасные когти и врожденная ловкость. Поэтому даже матерый хищник дважды подумает, прежде чем вступать в схватку со столь непредсказуемым соперником. С койотом разговор получается еще более коротким. Этот зверь славится своей хитростью и назойливостью, поэтому он вполне может претендовать на добычу рыси. Но пройти мимо нее незамеченной вряд ли получится, а терпеть конкурента она ни за что не станет, поэтому нередко надоедливый разбойник получает хорошую трепку. Даже при свете дня воришка не упускает своего шанса. Однако с трудом добытый заяц точно не будет оставлен без боя. Предупредительной атаки более чем достаточно, чтобы прогнать такого соперника. Что же касается волков, их взаимоотношения с рысями изучены плохо. Многие считают, что волки подавляют популяцию кошек, но некоторые наблюдатели отмечают, что взрослые самцы рыси целенаправленно выслеживают и расправляются с волчатами или ослабленными особями. Скорее всего, куда чаще рыси страдают друг от друга, особенно при ритуальных поединках. К тому же, как и у многих хищников, самец может расправиться с подрастающим поколением, чтобы избавиться от будущих конкурентов.
поэтому матери всеми силами стараются избегать ненужных встреч. Псовые далеко не единственные враги рысей. Американские виды, а особенно бобкэт, делят ареал обитания с более крупными кошками. Такой соперник, как пума, порой держит в страхе даже медведей, поэтому рыси стараются обходить дальних родственников стороной. Но бывают ситуации, когда без тесного контакта не обойтись. Особенно если дело касается еды, ведь голодный хищник не горит желанием уступать конкуренту, даже если силы не равны. Противостояние грозит перейти в активную фазу, но размеры противника несколько усмиряют рысь, поэтому она пересматривает ситуацию и медленно уступает права на замороженный обед. Не стоит оставлять без внимания и небо, и хотя с большинством пернатых охотников можно не считаться, такие гиганты как беркут безусловно не должны упускаться из вида. Несмотря на внушительный размах крыльев и огромные когти, взрослая рысь слишком крупная мишень, поэтому беркут скорее не враг, а серьезный конкурент. Ведь он не хуже других охотится на зайцеобразных, которые занимают весомое место в рационе рыси. Более мелкие птицы не меньше зайцев рискуют попасть в поле зрения хищницы. Но даже при наличии столь поразительных навыков, далеко не каждая атака приносит успех. В сумерках шанс застать добычу врасплох заметно выше, поэтому раннее утро и поздний вечер становятся золотым временем для охоты. К слову, с возрастом и набором веса взбираться на деревья становится все сложнее, и особо упитанные особи почти не используют эту способность. Удивительная приспособленность позволила всем видам рыси прочно укрепиться в своей экосистеме, и лишь иберийская рысь причислена к вымирающим видам. Несмотря на то, что охота на нее запрещена, уничтожение среды обитания нанесло популяции непоправимый вред. К тому же жизнь дикой кошки во многом зависит от числа кроликов, которые нещадно истребляются и страдают от завезенных извне болезней. Подробнее о жизни всех видов рыси вы можете узнать в предыдущих видео. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!